С начала 2024 года биткоин вырос на 60%, в марте пробил новый максимум выше уровня 73 тысячи и прямо сейчас начинает формировать новый восходящий тренд. Конечно, на это повлияло очень много факторов, начиная от падения инфляции после рекордного пика в 2022 году, заканчивая историческим четвертым халвингом, который успешно прошел на прошлой неделе. Но самым главным катализатором такого активного роста безоговорочно является спотовый ETF, ведь меньше чем за 4 месяца американские фонды, такие как BlackRock, Fidelity, ARK Invest и многие другие, успели накопить биткоин на сумму более 56 миллиардов долларов. И глядя на последние данные по притоку капитала в ETF, мы видим, что фонды продолжают скупать биткоин. Ну а что если к США присоединится Гонконг, который является финансовым центром в Азии, ведь уже 30 апреля начнутся торги ETF-ами на биткоин. По прогнозам, эти ETF могут привлечь более 25 миллиардов долларов капитала, что может оказать очень положительное влияние на биткоин. При этом, кроме биткоина, Гонконг одобрил спотовый ETF на эфир, которых до сих пор нет в США. Вот только вопрос, а почему в преддверии этого события биткоин не растет, как это было перед началом торгов ETF в США? Неужели Гонконг не окажет вообще никакого влияния? А об этом, друзья, мы поговорим сегодня в ролике, потому что я вам расскажу, как на самом деле ETF в Гонконге повлияет на биткоин, вырастет ли на этом фоне эфир. Также мы разберем самую масштабную интеграцию проекта Hedera с компанией BlackRock, которая успешно начинает процесс токенизации. Дополнительно я хочу с вами обсудить вероятность одобрения Ethereum ETF в конце мая, а также разобрать самые нашумевшие альткоины недели, которые продолжают оставаться в центре внимания. Видео получилось очень насыщенным, интересным и, конечно же, заслуживает вашего лайка. Но вы знаете, что мы ценим вашу поддержку, поэтому когда мы наберем 1500 лайков, вас будет ждать большой топ монет на май, в котором будет много монет на базе эфира, а также других интересных токенов, которые будут на слуху в мае. Так что за поддержку вам заранее спасибо. Вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, после халвинга все инвесторы активно следят за новостями, ведь на рынке по-прежнему не хватает сильного катализатора, чтобы поднять цену биткоина и других монет. Вот поэтому такое событие, как ETF в Гонконге, может оказать влияние на рынок. А чтобы вы не пропустили эти и многие другие новости, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, ведь там мы публикуем только самую полезную, важную и эксклюзивную информацию самыми первыми. Так что подписывайтесь и оставайтесь в курсе всех актуальных событий на крипторынке. Что касается запуска ETF в Гонконге, то все началось с официального объявления, которое мы получили 15 апреля. Многие источники начали публиковать новость, что регулятор Гонконга одобрил несколько спотовых ETF на биткоин, а также эфириум. После чего появилась информация, что первые торги ETF начнутся уже 30 апреля, из-за чего на рынке начали активно обсуждать потенциал влияния этого события на биткоин, а также эфир. В данной ситуации мнение ведущих аналитиков из Bloomberg, а также экспертов из криптокомпаний разделилась на два лагеря, и это не странно, потому что перед одобрением ETF в США также было большое количество споров по поводу влияния ETF на биткоин. Одним из самых положительных сценариев, который может произойти после начала торгов ETF в Гонконге, я бы отметил прогноз от фирмы Metricsport. В одном из наших прошлых видео я уже говорил, что Metricsport ожидает приток капитала в ETF на уровне 25 миллиардов долларов. И это связано с тем, что инвесторам из материкового Китая предоставляется программа Stocks Connect, через которую они могут покупать китайские акции на сумму 540 миллиардов гонконгских долларов. Но как показывают данные за последние 3 года, инвесторы используют не более 400 миллиардов в год, за счет чего остается квота от 100 до 200 миллиардов гонконгских долларов, что составляет 25 миллиардов долларов США. Конечно, в этом прогнозе есть логика, ведь учитывая экономические проблемы, китайские инвесторы были бы не против инвестировать свои деньги в биткоин, причем некоторые это делают прямо сейчас, даже закрывая глаза на все суровые запреты. Но здесь всплывает один большой нюанс. Аналитик Маркус Стиллен предупредил, что прямое участие Китая в покупке спотовых ETF может быть отложено из-за жестких правил на покупку криптовалюты, что может занять как минимум 6 месяцев, прежде чем в Китае можно будет купить данный ETF. Также известный аналитик Bloomberg ETF ожидает ограниченного участия со стороны материкового Китая из-за их правил на покупку виртуальных активов. По его мнению, это ограничит спрос и приведет к тому, что спотовые биткоин ETF
ETF Гонконга привлекут только $1 миллиард в течение 2 лет. А это очень большая разница по сравнению с ETF США, которые управляют активами на сумму $60 миллиардов. На самом деле в Гонконге уже разрешены ETF на основе криптофьючерсов. Но даже если сравнивать общие активы этих компаний, которые составляют $175 миллионов, лишь с одним фьючерсным ETF США с капитализацией 2,5 миллиарда, мы увидим эту огромную разницу. Также эти ETF запустили относительно небольшие, малоизвестные компании, и конечно же такого эффекта, как от BlackRock или Fidelity, не будет. Поэтому не стоит думать, что 30 апреля биткоин улетит вверх и пробьет $100 тысяч. Но также есть и положительный сценарий, который заключается в добавлении этих ETF в ту самую программу Stocks Connect, через которую инвесторы из материкового Китая смогут покупать ETF. Вот только для этого потребуется, как я вам уже сказал, минимум 6 месяцев, или чтобы капитализация ETF превышала те компании, которые уже есть в этой программе. Хотя не стоит забывать, что 30 апреля начнет торговаться ETF на эфир, которого, кстати, нет в США, что может усилить восстановление цены эфира. И в любом случае даже минимальный приток капитала – это положительный фактор, который в любом случае влияет на общее настроение на крипторынке. Живой пример возвращения капитала в ETF США, начиная с понедельника. Как мы видим, фонды снова начали покупать биткоин. И даже эти минимальные притоки, по сравнению с теми, которые были в марте и в начале апреля, смогли подтолкнуть биткоин выше уровня 60 тысяч. Когда-то я вам говорил, что данные по притоку и оттоку капитала в ETF можно использовать как своеобразный индикатор. Ведь как только притоки в ETF растут, растет и биткоин. Понятно, что для полноценного анализа рынка одних ETF не хватит, и необходимо использовать больше различных индикаторов, чтобы зарабатывать на движении рынка. Но если вы не знаете, как правильно анализировать рынок, чтобы как можно чаще оставаться в плюсе, приглашаю вас в подписку Coin22 Pro, где команда наших профессиональных аналитиков специально для вас анализирует рынок 24/7 и ежедневно предоставляет самые прибыльные торговые идеи. Вот, например, на этом локальном росте участники Pro заработали от 75% профита на лонг-сделках по монете Matic, ведь для этого достаточно было вовремя получить лучшие точки входа. А если вы новичок и даже не знаете, как нужно открывать эти сделки, вам переживать точно не стоит, ведь на старте вы получите пошаговое обучение, у вас будет практика под руководством наших специалистов и, конечно же, отзывчивая поддержка на всех этапах работы. Плюс к этому мы уделяем особое внимание для формирования долгосрочного портфеля, то есть мы поможем вам собрать прибыльный спотовый портфель на основе перспективных монет. Поэтому, чтобы не упускать движение рынка и зарабатывать на фоне всех важных событий, прямо сейчас переходите по ссылке в описании и напишите нам, чтобы получить более подробную информацию о подписке Pro. Новость касательно запуска ETF в Гонконге мы разбирали не просто так, ведь я думаю, вы заметили, что после халвинга рынок находится в ожидании новых катализаторов для роста, ведь несмотря на этот локальный рост, мы до сих пор находимся в фазе консолидации, которая началась в марте, и по факту мы уже 2 месяца стоим на месте. При этом биткоин получает сильную поддержку на уровне 60 тысяч. Но если вы думаете, что сейчас самое время продавать биткоин и отправляться в поиски более активных альтов, то перед этим вам точно стоит увидеть, что сейчас делают киты, ведь они накапливают. Да, согласно данным Santiment, за последнюю неделю было зафиксировано значительное накопление биткоина среди китов, которые имеют от 1000 до 10 тысяч монет. С начала года эти киты накопили дополнительные 266 тысяч биткоинов, а это около 1,24% от общего количества монет на рынке. И давайте посмотрим, где именно киты покупали биткоин в последнее время. Свежие данные от CoinGlass показывают, что в последнее время киты скупают биткоин, как только его цена опускается к поддержке на уровне 60 тысяч долларов, за счет чего они вытащили большое количество ликвидности, и теперь активный диапазон сужается к уровням от 62 до 68 тысяч долларов. Но почему же тогда биткоин не растет? В данном случае одно компенсируется другим, потому что пока одни киты скупают биткоин на уровне 60 тысяч, другие долгосрочные инвесторы постепенно фиксируют прибыль, как мы видим благодаря этим данным от CryptoQuant. Но скажу так, что это классическое поведение цены биткоина после важного события. Помните, как все ждали ETF в январе и на этом фоне скупали биткоин? Хотя когда ETF одобрили, его цена сразу начала падать. Сейчас же происходит аналогичная ситуация. Инвесторы на протяжении 4 лет ждали халвинга, он прошел и сильного эффекта мы не получили. Вот только еще в прошлых наших роликах я вам говорил, что халвинг это долгосрочный катализатор, который будет влиять на цену биткоина в рамках минимум года. Если следовать прошлым данным, то мы заметим, как биткоин
биткоин фиксировал максимум только спустя год и более после халвинга, поэтому все самое интересное еще впереди. На данный момент биткоин будет продолжать консолидироваться выше ключевой поддержки на уровне 60 тысяч, и крайне важно, чтобы он сохранил этот уровень, где проходит 100-дневный EMI. Ведь есть большие риски, что после пробоя этого уровня биткоин отправится вот в этот диапазон. Но пока ETF фиксируют притоки капитала, риски такого падения снижаются, за счет чего, если вы давно хотели купить биткоин или просто его накапливаете в долгосрок, вот эта поддержка может стать хорошим уровнем для покупки. Ведь, как я только что сказал, долгосрочные перспективы биткоина благодаря халвингу остаются положительными. И, кстати, если вы будете покупать биткоин или многие другие монеты, лучше всего это делать на бирже OKEX. Ведь это наш официальный партнер, который предоставляет самые лучшие условия, самые низкие комиссии и очень удобный функционал. Поэтому, чтобы начать торговать на бирже OKEX, переходите по ссылке в описании. Если говорить об альткоинах, то самой обсуждаемой монетой на рынке стала Hedera по тикерам HBAR, которая выросла на 100% после новости о том, что компания BlackRock запустила токенизированный фонд на блокчейне Hedera. Поэтому давайте подробнее разберем эту важную новость. Во вторник компании Archax, Ovnera и HBAR Foundation заявили в официальном твите, что они провели первую токенизацию фонда денежного рынка BlackRock на блокчейне Hedera. Но, как вы видите, цена очень быстро упала, и это связано с тем, что в первоначальном объявлении говорилось, что BlackRock сама выбрала для токенизации Hedera. Но это не так. Гендиректор Archax Грэм Ротфорд позже заявил в своем твиттере, что выбор в пользу Hedera исходил от них, а не от BlackRock. А вот Archax — это лондонская биржа цифровых активов и брокер, который сотрудничает с HBAR Foundation в совместном проекте, целью которого является перенос MMF на блокчейн Hedera. Тем не менее, токенизированный MMF позволяет инвесторам торговать акциями на таких биржах, как Archax. И если мы вспомним старое интервью Ларри Финка, то он лично говорил, что токенизация обеспечивает мгновенные расчеты во время покупки, продажи или, например, обмена активов, которые торгуются на биржах. Данная новость показала, что наконец-то технологии блокчейна и криптовалюты начинают применять на практике. Причем это важное событие, когда криптопроект, хоть и не напрямую, но сотрудничает с такой большой компанией, как BlackRock. Но также эта новость является отличным примером того, что нужно всегда проверять информацию, прежде чем покупать ту или иную монету. Ведь наверняка многие, кто увидел эту новость и решил заработать на росте HBAR, купил монету на пике и после чего цена упала. Так что в будущем обязательно внимательно изучайте подобные новости, если будете планировать покупать ту или иную крипту. Возвращаясь к ETF, нам еще стоит обсудить шансы на одобрение Ethereum ETF в конце мая. Ведь сами понимаете, остается 1 месяц, а от SEC вообще никакой информации. Хотя нет, свежая информация есть. Решение SEC о преобразовании ETF Trust Grayscale в спотовый ETF Ethereum на бирже NYSE должно было быть принято 24 апреля, то есть вчера. Но теперь его продлили аж на 60 дней, до 23 июня. 2 апреля Grayscale сделала поправки в своей заявке, и 23 числа SEC написала: комиссия считает целесообразным назначить более длительный период для издания приказа об одобрении или неодобрении предполагаемого изменения правил, чтобы у нее было достаточно времени для рассмотрения изменений правил, измененного поправкой номер 1. Это значит, что решение просто переносится на 60 дней. Также компания BlackRock подала поправку к своей заявке 19 апреля. В уведомлении SEC от 23 апреля подробно описаны изменения, обнаруженные в поправке, которые в основном касаются создания и выкупа акций. Он также продлевает период комментариев по предложению на 21 день после его публикации в Федеральном реестре. При этом новый срок принятия решения по ETF BlackRock SEC вообще не указали, поэтому вероятнее всего нам придется ждать лета, чтобы услышать четкий комментарий от SEC. Хотя большие киты как будто бы на 100% уверены в одобрении Ethereum ETF, ведь они активно покупают эфир. Согласно данным Look on Chain, Justin Sun и другие киты в совокупности накопили эфир на сумму более 500 миллионов долларов. Эти транзакции включают значительные выводы средств с бирж, а также размещение монет на разных платформах, что говорит нам об уверенности в долгосрочной перспективе. По данным Look on Chain, скорее всего Justin Sun вывел 4666 эфиров на сумму почти 15 миллионов долларов. Кроме того, еще один кошелек внес эфир в специальный криптосервис и занял USDT после вывода 11892 эфира на сумму 37 миллионов долларов. Вот поэтому эфир и пытался пробить свой любимый уровень 3300 долларов. Сейчас эфир торгуется под давлением вот этой нисходящей линии тренда. И пока он не пробьет вот этот диапазон, вряд ли мы увидим начало активного роста.
заканчиваться. Но пока киты накапливают, мы также можем покупать по более низкой цене, а конкретно вот в этом диапазоне. Ведь именно здесь эфир формировал восходящий тренд и показывал рост. Но если эфириум ETF уже не будет важным событием мая, его может заменить Solana, которая планирует провести большое обновление в сети до 27 мая. И данное обновление будет направлено на самую главную проблему Solana, а именно перегрузку и отключение сети. Проблемы перегрузки в последнее время усилились из-за увеличения транзакций с участием мемкоинов, что привело к резкому увеличению количества сбоев транзакций. Чтобы это решить, разработчики Solana опубликовали вот такую дорожную карту на ближайшие пару месяцев, где мы можем увидеть различные выпуски обновлений, тестнетов и бета-версий. Инвесторы уже оценили такую инициативу от разработчиков Solana, и после 40% коррекции цена успела вырасти на 20%. При этом, если взять данные по количеству транзакций, мы увидим рост, что положительно влияет на цену. И также это касается TVL, который остается выше уровня 4 миллиарда долларов. Я давно слежу за Solana и могу сказать, что 40% во время локальной коррекции это нормальное для нее движение. Сейчас ее цена пытается закрепиться выше поддержки на уровне 150 долларов, но поскольку сейчас есть вероятность повторного тестирования соты EMI около вот этого диапазона, его можно рассмотреть для покупки, ведь я думаю в мае будет много новостей, связанных с Solana. Что касается других интересных альтов, о них мы поговорим уже в новом топе, который выйдет после того, как вы наберете 1500 лайков под этим видео. У нас уже есть для вас некоторые потенциальные варианты на май, так что с вас лайки, а мы в свою очередь будем выпускать больше интересного контента. Также не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, где есть много других важных новостей. Пишите комментарии, задавайте вопросы, ведь мы отвечаем каждому. Ну а вам спасибо за просмотр, всем желаю удачи, до скорых встреч!